Это уже стало доброй традицией. Когда кто-то из моих сотрудников выходит замуж, я всегда беру на свадебный маникюр и с радостью выполняю этот очень важный маникюр для невесты. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Сегодня сделаем его величество френч, но перед этим, конечно, мы выполним наращивание, потому что ногти тут у нас коротенькие, а хочется длины и чтобы ручка выглядела изящно и грациозно. Обратите внимание на интересную технику. Я здесь начинаю именно с силиконово-карбидной фрезы, ну а дальше слегка дорабатываю алмазной. Такую технику я увидела на одном из закрытых эфиров очень известного инструктора, и, честно говоря, мне идея пришлась по вкусу. Действительно очень атравматичный вариант обработки, и особенно если делать себе левой рукой на правой, прям именно то, что нужно. Мы здесь уже закончили с нашим маникюром, подготавливаем поверхность ногтей. Я делаю это пилочкой 180 грит, у меня она на вспененной основе. Как всегда от Nibon Nippers опиливаю свободный край, и можно приступать к срезу. Для этого я использую ножнички. Срезаю осторожно, ведь к важному дню не должно быть никаких проблем и никаких воспалений или заусенчиков или еще каких-то других неприятностей. Все убираем, зашлифовываем, и можно начинать. Я буду использовать подложку, это жидкая база для того, чтобы обезопасить клиента от ожогов, потому что планируется наращивание, будет объем материала, в общем, много чего будет. Короче, подложка нужна нам всегда и везде. Вырезали форму правильную по размеру, все примерили и зафиксировали на пальчике. Она захотела очень нежный полупрозрачный оттенок геля, которого, вы не поверите, не нашлось у меня в огромном арсенале на моей палитре. Поэтому я взяла прозрачный гель и замешала все самостоятельно. У нас получился вот такой нежный вуалевый бежеватый оттенок. Я его распределяю не спеша, выкладываю подложку, стыкую обязательно к точкам роста, проверяю, что меня все устраивает, и после этого просушиваю в лампе. Дальше подложку можно опилить и уже выкладывать непосредственно архитектуру. Вот такая быстрая техника наращивания, которая еще называется техника без опила. Очень советую такое изучить и такое уметь. Мне она тоже нравится. Я вообще в разных вариациях могу работать и считаю, что мастер должен уметь делать все. Мы не забываем про поджатие, главное, чтобы гель хорошо сжался. И также давайте еще покажу, как я опиливаю подложку. Немножко отмотаем назад, подложку я опиливаю после просушки, снимаю липкий слой и сразу пилочкой уже на готовность делаю форму для того, чтобы потом было легче работать. Но на некоторых ноготочках мы перед тем, как выкладывать основной объем геля после опила подложки, будем сделать блесточки. Было желание немного поблестеть, и, конечно, на важный пальчик мы сделаем декор. Я уже не говорю про то, что везде будет френч. Блестки, кстати, я смешала просто с гелем, те, которые у меня были в закромах. Самые блестящие выбрали, которые ей понравилось. Сделали растяжку, просушили и снова выкладываем гель. Здесь очень важно не класть его близко к кутикуле, потому что он закроет блестки. И вообще сейчас такие тенденции, что гель мы всегда выкладываем с отступом. Все сделали и проверили, что форма точно устраивает. Я даже в безопильной технике люблю пилить, ничего с собой сделать не могу, но мне действительно так нравится больше. В общем, когда форма меня устраивает, выполняем френч, прорисовываем аккуратно, смотрим, что все точно красиво. Большой видится на расстоянии, поэтому советую на френч смотреть слегка отодвигаясь назад. Дальше перекрываем топом, ловим блики и, конечно, наслаждаемся результатом. Вот такие ручки у нас получились. Ручки пойдут бракосочетаться, но на самом деле они уже сходились, с ним все хорошо. И, честно говоря, скоро мы там даже сделаем коррекцию. Получились очень тоненькие. Не забываем про увлажнение. Я наношу здесь сухое масло от Domex. И наш свадебный маникюр абсолютно готов.